Привет, дорогие друзья! Если вам нравится мое обучение, обязательно подпишитесь на мой канал и не забудьте поставить лайк этому видео. А сегодня у меня для вас очень хорошая новость. Вы можете получить доступ к Академии иллюзионистов всего лишь за 129 рублей. В Академии иллюзионистов более 4000 обучений фокусам. В ней уже более 1000 профессиональных фокусников, таких как Александр Муратаев, Илья Ларионов, Сергей Полевов, Сергей Колер, Сергей Листопад, Максим Котов, Павел Белов, Алексей Хаут и многие другие. Ты уже давно подписан на меня, я хочу поддержать тебя. Хочешь получить доступ к 4000 фокусам с обучениями всего лишь за 129 рублей? Тогда присоединяйся по ссылке. Ссылка в описании. И не забудь, что доступ по такой сумасшедшей скидке только сегодня и завтра. А сейчас мы перейдем к изучению замечательного трюка под названием рамочная флап-карта. Для этого трюка нам понадобится обыкновенная карта. В моем случае это карта с красной рубашкой и с крестовым вальтом. Также нам понадобится даблбэк карта с красной и синей рубашкой. Я изготовил ее самостоятельно. Если вы хотите научиться делать даблбэк карту, проходите по ссылке в описании. Также нам понадобится эластичная нить. Я использую нить 0,2 мм и клей-карандаш. Ну что, поехали! Первоначально мы будем работать с даблбэк картой. Наша задача вырезать рамочную часть белого цвета от основания нашей карты. Для этого возьмите канцелярский нож и аккуратненько по линии разделения вырежьте внутреннюю часть вашей карты. У вас должна получиться вот такая даблбэк карта без рамки и, соответственно, отдельно рамка. Теперь возьмите вашу основную карту и с помощью клей-карандаша намажьте одну из сторон вашей рамки. Также можно использовать и суперклей, но делайте это осторожно. Теперь аккуратненько приклейте рамку со стороны рубашки, чтобы она максимально ровно находилась на вашей карте. Это будет выглядеть приблизительно так, если рассматривать этот гиммик с близкого расстояния. Теперь примерите вашу даблбэк карту, чтобы она аккуратненько входила. Если она будет входить у вас немножко плотно в вашу рамку, ее необходимо на долю миллиметра подрезать по краям с необходимой стороны. Итак, так это будет флап-карта. И на основной карте у нас находится красная рубашка. Соответственно, разрез мы будем делать тоже со стороны красной рубашки. Для дальнейшей подготовки нам понадобится канцелярский нож и линейка. Переложите линейку максимально посередине и с помощью канцелярского ножа надрежьте верхнюю часть вашей даблбэк карты со стороны красной рубашки. Делайте это аккуратно, чтобы не прорезать карту полностью, так как нам нужно надрезать только верхний слой карты. После того, как вы ее надрезали, аккуратненько согните ее пополам, проверьте, чтобы она хорошо у вас изгибалась. Со стороны рубашки, как вы видите, есть небольшой надрез, который, в принципе, для работы с нашим фокусом мешать абсолютно не будет. Итак, теперь необходимо примерить даблбэк карту. Положить ее самой подходящей стороной, чтобы она максимально совпадала с рисунком на основном гиммике. Далее можно использовать клей-карандаш, либо суперклей. Я использую суперклей, так как он более плотно воздействует на нашу карту. Но есть один нюанс. Когда вы будете приклеивать даблбэк карту к вашему основному гиммику, делайте это максимально осторожно, так как если вы немножко неровно приклеите вашу заготовку, то придется переделать гиммик от самого начала. В таком случае я советую использовать все же клей-карандаш. Но не забывайте, что после использования клей-карандаша необходимо, чтобы ваша заготовка высохла под прессом.
Итак, у нас получилась вот такая книжечка. Можно сказать, что гиммик наполовину уже готов. И как вы видите, он довольно плотный из-за того, что я использовал суперклей. Ну что ж, перейдем к заключительной части изготовления нашего гиммика. Нам необходимо проделать два отверстия, вот в этой и вот в этой части, которая будет находиться напротив вот этой вертикальной линии, для того, чтобы максимально спрятать нашу эластичную нить. Возьмите заранее подготовленную иголку и проделайте два отверстия в тех местах, которые я показал вам ранее. При этом необходимо хорошо прижимать верхнюю даблбэк карту, чтобы она не съезжала с нашего основного положения. Как только вы сделали отверстие, отмотайте необходимое количество эластичной нити, чтобы его можно было сложить вдвое. Отрежьте обыкновенными ножницами и аккуратненько проденьте в иголку. Выровняйте эластичную нить и, начиная со стороны лица карты, начинайте продевать иголку. Вот таким вот образом. После того, как вы продели эластичную нить в первое отверстие, проденьте ее во второе, уже со стороны рубашки. И выведите на лицо карты. С этой стороны необходимо подровнять нашу эластичную нить с двух сторон и аккуратненько отрезать иголку с помощью ножниц. Далее можно завязать узелок со стороны лица карты, преждевременно хорошенько подтянув эластичную нить. Но я решил попробовать в этот раз сделать немножко по-другому. Я делаю один узел, как вы видите на видео, растягиваю его по обе стороны нашей карты со средней натяжкой и вместо их пересечения капаю буквально одну капельку суперклея. Он достаточно быстро высыхает. После этого необходимо взять ножницы и обрезать лишние края эластичной нити, чтобы они нам не мешали. После того, как вы это сделаете, ваша гиммик-карта уже будет готова. Как видите, эластичной нити практически не видно на нашем гиммике. Итак, давайте перейдем к обучению этого трюка. Гиммик-заготовку необходимо положить наверх колоды с синей рубашкой. Это будет наша первоначальная зарядка. Далее положить ее вот таким вот образом в красную деку от карт, чтобы зритель максимально запомнил красный цвет. Ну а далее можно переходить к самому трюку. Есть один нюанс. В моей презентации я использовал специальную гиммик-колоду от Шинлима. Для того, чтобы делать трюк, как в моей презентации, вам необходимо приобрести семинар и набор гиммиков 52 оттенка красного от Шинлима. Тогда вы сможете делать презентацию, как у меня в начале видео. В дальнейшем нам необходимо взять деку в руки и вытянуть колоду вот таким вот образом, при этом придерживая с помощью большого пальца наш гиммик. Далее щелкаем пальцем, приотпускаем наш гиммик, и он срабатывает. Далее можно показать, что колода карт стала синего цвета. Ну что ж, спасибо за просмотр, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, до скорых встреч, пока!